Сегодняшняя история переносит нас в Скандинавию. Регион, расположенный на севере Европы, состоящий из Дании, Норвегии и Швеции. Но события происходят именно в Швеции, пятой по величине стране Европы с очень низкой плотностью населения. Фадиме Сахиндал родилась 2 апреля 1975 года, более чем в 4000 километрах от Швеции, в деревне на окраине города Эльбистан на юге-востоке Турции. Как позже говорила сама девушка, ее раннее детство прошло в сельской местности, где все члены семьи занимались сельским хозяйством и уходом за животными, и каждый выполнял свои обязанности. У Фадиме была большая семья, в которой было 7 братьев и сестер, 6 женщин и 1 мужчина. И, как она позже признавалась, воспитание не обходилось без дисциплины. По крайней мере, ее и ее младшую сестру Сангул избивали в детстве. Когда Фадиме было 3 года, ее отец переехал в Швецию, где у него были родственники и знакомые. А через 4 года за ним последовала и остальная семья, поселившись в городе Упсала примерно в 76 километрах к северо-западу от столицы Швеции. Этот переезд означал радикальные перемены в их жизни, поскольку работа на ферме осталась позади. Но все было не так хорошо, как ожидалось. Фадиме поступила в местную шведскую школу, и с этого момента ее жизнь становилась все более контролируемой. После школы девушка должна была сразу идти домой, чтобы помочь по хозяйству. Ей также не разрешалось участвовать в играх или мероприятиях с другими детьми во внеурочное время. Но, конечно, сам факт посещения учебного заведения и общения с другими молодыми людьми открыл Фадиме глаза на совершенно иной образ жизни, чем тот, который она знала в своей стране и в своей курдской семье, которая была заинтересована только в том, чтобы девочка выучила язык, научилась читать и писать. Ее отец Рахми не имел намерения интегрировать свою семью в шведскую культуру и обычаи. Поэтому любое незначительное нарушение его строгих приказов каралось физическим насилием. Когда Фадиме достигла подросткового возраста, ее семья сообщила ей, что она должна поехать в Турцию, чтобы выйти замуж за двоюродного брата, что было просто неприемлемо в новом мировоззрении молодой девушки и привело к постоянным угрозам и даже физическим конфликтам с ее отцом и братом. Само собой разумеется, что для Рахми вопрос о поступлении его дочери в университет был исключен, несмотря на то, что она показала себя выдающейся ученицей. А в одном из многочисленных комментариев, с которыми я ознакомился, даже говорится, что ее родители спрятали письмо о принятии девушки в университет. Несмотря на возражения семьи, Фадиме начала посещать курсы общественных наук, где познакомилась с молодым шведом Патриком, и между ними зародилась любовь, которая была под строжайшим запретом, так как считалась отказом от курдских традиций и пренебрежением к патриархальной иерархии, проще говоря, позором для семьи. Поначалу пара проводила свои встречи в закрытых помещениях, но затем стали неосторожны и начали выходить в общественные места. Во время одной из таких прогулок их обнаружил отец Фадиме, который напал на свою дочь и угрожал молодой паре. Но влюбленные не сдавались, и Патрик попросил своих родителей помочь ему, пойти и поговорить с семьей возлюбленной и попытаться убедить их одобрить эти отношения. Когда его родители согласились и отправились в дом семьи Фадиме, их сразу же оттуда выгнали. В этот момент девушка поняла, что ее жизнь превратится в настоящий ад. Поэтому она решила покинуть свой дом и поселилась в Сундсваль. Но этого расстояния оказалось недостаточно, поскольку ее быстро нашел ее брат и стал ей угрожать. Девушка знала, что эти угрозы были не просто словами, поэтому она обратилась в полицию. Но шведские правоохранительные органы посоветовали ей спокойно поговорить со своей семьей.
Они не могли понять, что жизнь Фадиме действительно в опасности. Но она знала, на что способны ее отец и брат, поэтому она решила обратиться в СМИ. В отличие от полиции, шведская пресса сочла историю Фадиме Сахиндал захватывающей. Девушка дала интервью различным СМИ, и даже шведское агентство общественного здравоохранения сняло документальный фильм о ее случае. Фадиме воспользовалась этим документальным фильмом, чтобы рассказать и объяснить о тяжелых условиях жизни курдских девушек Швеции, о том, как их семьи отказываются интегрироваться в шведское общество, о жестоких наказаниях и угрозах, которым подвергалась в частности она. Эта история вызвала национальные дебаты по вопросу этнической интеграции, политики решения этих проблем и неспособности полиции защитить Фадиме, что вызвало возмущение общественности. Это возмущение усилилось, когда во время визита Патрика и Фадиме в Упсалу их увидел Рахми, который, не задумываясь, набросился на свою дочь. Он ударил ее несколько раз по лицу, оскорблял и высказал серьезные угрозы в ее адрес. После этого случая девушка снова обратилась в полицию, чтобы сообщить, что ее отец изгнал из ее семьи и запретил ей возвращаться в Упсалу под угрозой убийства. И вот теперь власти решили обратить на это внимание. Ей дали тревожную кнопку и даже предложили помощь в получении тайной личности, а также поддержали ее в подаче судебной жалобы на отца и брата за угрозы ее жизни. Оба мужчины предстали перед судом, в ходе которого власти стали свидетелями того, как Рахми и его сын Месуд оскорбляли Фадиму, неоднократно называя ее проституткой и угрожая ей жизни. А Месуд даже пытался напасть на свою сестру в суде. Во время слушаний адвокат Фадиме упрекнул Месуда, указав на то, что тот заявил, что его сестра опозорила его семью, но сам он был пойман на краже и употреблении запрещенных веществ, и спросил, не позорит ли это его семью. На что молодой человек ответил, что он нарушил только шведские законы, но его сестра нарушила законы семьи, которые гораздо важнее. Оба мужчины были признаны виновными, отца обязали выплатить штраф, а Месуду дали условный срок, но через некоторое время он снова напал на свою сестру и был заключен в тюрьму на 5 месяцев. Для Фадиме триумф был горько-сладким. Она получила право вести нормальную жизнь, но навсегда потеряла свою семью. Фадиме и Патрик строили планы съехаться в одной квартире, но мечты закончились за несколько дней до их осуществления. 3 июня 1998 года молодой человек попал в серьезную автомобильную аварию и погиб. Для многих это событие показалось не случайным, но власти в ходе первого расследования не нашли никаких элементов, подтверждавших, что это могло быть нападением. Хотя позже это расследование было возобновлено, но я не нашел никаких последующих ссылок на результаты этого нового расследования. Останки Патрика были захоронены в Упсале, и Рахим снова попытался взять контроль над жизнью своей дочери, запретив ей посещать могилу своего парня. В этот момент вмешалась Анна-Лин Пикул, шведский курдский парламентарий. Ей удалось заключить соглашение, в котором Фадиме согласилась не приближаться к могиле, а Рахми пообещал впредь не преследовать свою дочь. Но теперь, как никогда раньше, путь осуждения, на который встала Фадиме, не будет прекращен. Она считала, что статус публичной фигуры обеспечит ей определенную защиту, поскольку не верила в то, что отец оставит ее в покое. Ее выступления на встречах, собраниях и прессе не прекращались. Она посвятила себя разоблачению того, как, подобно ее семье, многие курды, живущие в Швеции, остаются в замкнутом кругу без намерения интегрироваться в общество, давшее им приют. 20 ноября 2001 года Центр по борьбе с насилием в отношении женщин
организовал семинар под названием «Больше никакого насилия в отношении женщин», который состоялся в парламенте Швеции в Рикстаге. И Фадиме, которой на тот момент было 26 лет, была приглашена рассказать свою личную историю. В 15-минутном выступлении молодая женщина пыталась объяснить, как трудно было такой иммигрантке, как она, балансировать между семейными ожиданиями и шведским обществом. Она рассказала обо всем, что произошло, когда ее отец обнаружил ее отношения с Патриком, сказав, что он сразу же сделал вывод, что у нее были сексуальные отношения с этим мужчиной, и что для ее семьи было важно сохранить девственность. Фадиме сказала следующее. Как глава семьи он отвечает за честь семьи. Он должен гарантировать целомудрие женщин в семье и следить за тем, чтобы его дочери были девственницами до замужества. Одинокая и брошенная я сбежала в Сунсваль. Я знала, что если меня найдут, я умру. Но мои родители быстро выследили меня и приказали моему младшему брату убить меня. Наряду с выполнением своей миссии по повышению осведомленности о положении курдских женщин, живущих в Швеции, Фадиме продолжила обучение общественным наукам. И всего через 2 месяца после выступления в парламенте она собиралась отправиться на африканский континент, а именно в Найроби, Кения, где ей предстояла 6-месячная стажировка. За несколько часов до отъезда 21 января 2002 года любовь к семье взяла верх над осторожностью, и она решила сделать остановку в Упсале, чтобы встретиться с матерью и сестрами. Встреча была назначена в квартире ее сестры Сангул. Фадиме приехала около 4 часов дня и начала приятную беседу со своими сестрами, ожидая приезда своей матери, которая недавно была прооперирована из-за проблемы с ногой. Когда она увидела, что та не приезжает, одна из сестер позвонила ей, и на звонок ответил Месуд, который передал трубку своей матери. Вскоре после 7 вечера на встречу пришла мать Фадиме, и женщины весело поболтали. Не было только одной из сестер. В половине 8 раздался звонок в дверь. И все подумали, что это пропавшая сестра, но когда они посмотрели в дверной глазок, то поняли, что это Рахми. Женщины сразу же выключили свет и хранили абсолютное молчание, чтобы создать впечатление, что никого нет дома. После получаса настойчивых звонков в дверь Рахми вернулся домой и несколько раз позвонил на телефон Фадиме, которая, конечно же, не ответила. Потом он позвонил двоюродному брату, который подтвердил, что его жена находится в квартире Сангул. И это было все, что ему нужно было знать. За несколько минут до 10 вечера Фадиме попрощалась с матерью и сестрами. И когда она открыла дверь, чтобы уйти, ее отец был там. Без единого слова он схватил ее за волосы и выстрелил в нее дважды. Один раз в челюсть и один раз в лоб. После чего он просто оскорбил ее и ушел. Спустя несколько мгновений Сангул, единственная, кто осмелилась позвонить в службу спасения, в отчаянии сообщила о случившемся. Она кричала, что ее отец убил ее сестру. Алло? Моя сестра мертва. Я не слышу, что вы говорите. Мой отец убил мою сестру. Полиция и медики прибыли на место происшествия, где засвидетельствовали смерть Фадиме Сахиндал. По словам ее адвоката, после подтверждения смерти одна из ее старших сестер позвонила родственникам и сообщила им, что проститутка мертва. Вскоре после полуночи Рахми был арестован, а на следующий день во время допроса он во всем признался. Мужчина заявил, что его дочь опозорила семью и родственников, поскольку была проституткой. Но теперь проблема решена. С того момента, как она восстала против планов отца выйти замуж за двоюродного брата в Турции и начала отношения с молодым шведом,
Фадиме была уверена, что в любой момент ее жизнь может закончиться. Поэтому она выразила близким людям свое желание, что если с ней что-нибудь случится, она не хотела похорон по религии своего происхождения и просила похоронить ее тело рядом с могилой Патрика. 4 февраля 2002 года похороны Фадиме Сахиндал прошли в соборе Упсалы, на которой присутствовали в частности принцесса Виктория, члены шведского парламента и несколько министров правительства. Собор украшали тысячи цветов, а музыка, как религиозная, так и популярная, сопровождала всю церемонию. В своей речи чиновница назвала Фадиме мученицей нашего времени и призвала собравшихся благодарить Бога за ее жизнь, ее храбрость, силу и мужество. Особенно значимым был момент выноса гроба, когда, вопреки традициям, вместо мужчин из собора гроб вынесли 6 женщин. Многие восприняли это как важное послание перемен. Вся церемония транслировалась по телевидению в соответствии с ее пожеланиями. Тело Фадиме было похоронено на старом кладбище Дуч-Сала, рядом с телом ее любимого Патрика. Через несколько месяцев, в апреле 2002 года, в Упсальском окружном суде состоялся суд над Рахми Сахиндал. Там он назвал свою дочь проституткой и признался, что убил ее, чтобы защитить честь ее семьи. В суде единственным человеком в семье, давшим показания против него, была Сангул, младшая сестра Фадиме, которая впоследствии перенесла нервный срыв и была помещена в психиатрическую больницу. Суд признал Рахми виновным в убийстве дочери и приговорил его к пожизненному заключению. Апелляция на это решение была подана в апелляционный суд, где мужчина изменил свои показания, заявив, что Фадиме убил другой человек, но он не мог раскрыть его личность, потому что ему угрожали смертью. Однако суд не поверил ему и оставил приговор в силе. Но в 2015 году смягчил наказание до 24 лет лишения свободы. В 2014 году Рахми Сахиндал написал книгу, в которой он подробно описал убийство своей дочери и заявил, что не жалеет об этом убийстве. После отбывания 16 лет заключения в августе 2018 года Рахми был освобожден из тюрьмы. 8 апреля 2014 года Месуд под воздействием алкоголя начал вести себя агрессивно по отношению к своей матери. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и парень столкнулся с офицерами, угрожая им ножом. Он не подчинился приказу остановиться даже после того, как офицеры произвели выстрелы в воздух. Затем один из полицейских ранил его в ногу, и даже тогда Месуд не хотел сдаваться. В конце концов, сотрудники полиции были вынуждены его застрелить. 20 ноября 2014 года Сангул была найдена мертвой в своем доме, том самом, в котором была убита ее сестра. Полиция установила, что нет никаких доказательств того, что смерть была результатом преступных действий, и останки Сангул были похоронены рядом с могилой ее сестры. Убийства чести являются самым отвратительным проявлением патриархата, который оправдывает убийство как способ восстановления предполагаемого престижа семьи. Во многих странах правительства терпимо относятся к таким преступлениям, либо не предпринимая действий по их пресечению, либо даже оправдывая их как законную практику своей культуры, что делает чрезвычайно трудным оценку количества жертв, которые оставляют после себя эти действия. Однако, по оценкам Фонда народонаселения ООН, ежегодно в мире убивают около 5000 женщин в результате убийства чести. В Пакистане и Индии ежегодно регистрируется около 1000 таких убийств. И хотя эти преступления обычно ассоциируются с Ближним Востоком и Южной Азией, на самом деле они происходят по всему миру.
Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.